Вот такой обалденный ужин я сегодня сделал. Манная каша простая, а также жареная картошка с грибами. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Так получилось, что я очень давно не жарил картошку, а так что-то захотел жареной картошки на ужин. И у меня с магазина оставались азиатские грибы, и я решил их пожарить вместе с картошкой, так что будет жареная картошка с грибами. А на сладкое мне что-то захотелось, манную кашу, простенькую манную кашу, иногда такое что хочется. Посмотрите это видео, может быть, я подкину идею взять то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Если вы раньше такое вообще не делали, может быть, вы посмотрите и у вас заиграется аппетит сделать то же самое. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Практически все, что мне понадобится, у меня здесь на столе уже приготовлено. Картошка вымыта, чистая. Сейчас я в первую очередь мы порежем картошку. Картошку я режу вот такими соломочками. Не очень большие, не очень маленькие, среднего размера. Так, у меня на донышке места не остается, так что я сейчас эту первую часть отправим на сковородку. Итак, здесь моя любимая сковородка. Сюда я добавлю немножко сливочного масла. Так. И добавим сейчас сюда растительное масло. Я пользуюсь постным маслом. Оно поможет, чтобы сливочное масло у вас не подгорало тоже. Так. Я включаю газ и дадим немножко растопиться маслу и разогреться сковородки. А сразу же вам скажу, когда вы добавите всю картошку на сковородку, сразу же не солите, иначе у вас картошка отдаст влагу, и вместо того, чтобы жариться, она у нас получится как каша, все это у нас пропарится. А нам хочется жареную картошечку, так что... Так, теперь можно добавлять картошку. Итак, первая партия пускай начинает жариться потихонечку, а мы продолжим жарить, резать картошку. И грибы я добавлю в последнюю очередь, потому что грибы дадут нам влагу. И, как я вам сказал ранее, нам влага не нужна сейчас, нам нужна жареная картошка, иначе у нас все там будет каша и картошка пропарится. Так, картошку мы всю порезали и отправляется теперь на сковородку. Конечно же, не забываем помешивать, чтобы равномерно все жарилось у нас. Так, теперь я возьму 2 луковицы и порежем лук. Не очень мелко и не очень крупно, вот, среднего размера. И все это отправляем теперь на сковородку. Также я сейчас порежу укроп. Укроп мы добавим в последнюю очередь. Вот достаточно будет. Все добавляю на глаз или пользуюсь интуицией. И все отправляем все в пиалочку. Вот. И не забываем помешивать нашу картошку. Так, у меня здесь азиатские грибы, я сейчас их вымою. И сразу же я сейчас порежу и отправим в эту же миску. И тогда на этом все нарезки у нас закончатся.
Вот и все. Так, нарезки все у нас все закончились. Теперь все это у нас наготове. Теперь мы можем заняться манной кашей и в то же время помешивая все, что у нас на сковородке. Так, для манной каши я взял такую кастрюльку. Я уже налил немножко воды. Сейчас зальем молока. Не больше 3/4, иначе у вас все это побежит по плитке. Ну, примерно так достаточно. 3/4. Сюда добавляем масло. Соль и сахар добавим вместе с манкой. И это теперь мы отправляем на газовую плитку вариться. И в то же время помешиваем, чтобы ничего не пригорало. На то количество, что у меня там молока, я примерно на глаз знаю, сколько у меня манки пойдет. Вот так, примерно достаточно. Вот так. Немножко подсолим для баланса. И сейчас добавим сахар. Сахар добавляю на глаз, но по вкусу. Что если хотите очень сладко, побольше сахара, если меньше сладко, поменьше сахара. Так что я сейчас добавил сахар, потом еще посмотрю, если надо, то еще добавлю. Итак, все, что нам надо, теперь у нас здесь на столе приготовлено. Теперь осталось только жарить картошку и варить наше молоко. Так, на этом этапе я добавлю сейчас польскую приправу для картошки. Но солить мы еще не солим. Сейчас я накрою и время от времени будем помешивать. Как у меня молоко закипит, я переставлю на маленькую комфортку и сразу добавим манку. О, какая прелесть. Какие запахи аппетитные идут. Так, и на этом этапе я сейчас теперь добавлю наши грибы. И совсем немножко подсолим. Много солить я не буду, потому что всегда можно досолить. Сейчас накрою, пускай потихонечку это у нас жарится. Итак, молоко у меня закипело, я переставляю на маленькую конфорку, ставлю на маленький газ. И теперь мы засыпаем сюда постепенно нашу манку. Постепенно помешивая, иначе у вас будут комки. Вот так. И сейчас постепенно мы помешиваем, чтобы комков у вас не образовалось, и чтобы у нас там ничего не подгорело. Итак, это мы поварим минут 5. И на этом манка быстро готовится. И поставил ее на маленький огонь, пускай потихонечку варится, а мы не забываем помешивать. Теперь проверим нашу картошку. Запахи картошки такие хорошие идут сейчас. И на этом этапе можно теперь сюда добавить наш укроп. Потому что картошка практически почти что готова. И вот манка тоже кипит у меня потихонечку. Помешиваем минут 5, и тогда можно будет выключить газ. В то же время вместе с картошкой. Вот такой ужин у меня получился. Манная каша. И туда же еще добавил немножко клубничного варенья. И жареная картошка с азиатскими грибами. Я уже попробовал на вкус. Все это обалденно вкусно. И на соль хватает, и на сахар хватает в каше. Я надеюсь, что, посмотрев сегодняшнее видео, вам дал какую-то идею сделать то же самое. Почему бы и нет. Ради бога, я никого не учу на моем канале. Я сам просто делюсь то, что я делаю у нас в доме, что я варю. И этим делюсь, и, может быть, я вам какую-то идею подкину этим. А на этой аппетитной ноте хотел бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, не болейте. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.